Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой красивый джемпер, немного удлиненный он такой, рукавчики у него 3/4 и довольно интересным узором. Вяжется на одном дыхании, потому что у нас довольно-таки большие спицы, используется узор крупный. Вот. Особенно хочу отметить, что практически идеально подходит джемпер для начинающих мастериц. Здесь никаких сложностей нет. Узор наипростейший. Вы сами это поймете. Сейчас я расскажу, какую я выбрала пряжу для вязания, а затем пройдемся с вами по выкройке, по схеме узора. И, в общем-то, я практически с нуля расскажу вам, как составить индивидуальное описание на ваш размер. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого удлиненного джемпера я выбрала пряжу пушистую, нежную, альпаку. Значит, пряжа Гималай Ультра Кашемир, 75% акрила, 25 альпака. Рекомендуемый размер спиц 5 мм. И, в общем, как раз 5 миллиметров я вот и использовала. Так, девочки, вот такой у нас получается узор. Но я вам еще не все сказала про пряжу, да? У нас 50 грамм, 175 метров. Вот. Отличная, очень пушистая ниточка. Мягкости необыкновенной. Просто, ну, вообще, очень красиво. Очень хорошая пряжа. Я от нее в восторге. Нежная такая, знаете, прям воздушненькая такая, прям очень приятная. В общем, здесь у меня вот в образце 2 раппорта в высоту, да, и 1 в ширину. Очень легко вяжется на одном дыхании. Любая начинающая свяжет без проблем. Ну, наипростейший узорчик у нас. И, девочки, чтобы долго не говорить, рекомендую вам, если вы еще не вязали никогда джемперочек, рекомендую вам именно вот с этого узорчика, в принципе, начать. Моделька очень простенькая такая. Вы можете его сделать покороче, не обязательно такой делать удлиненный. Выкройка дана аж на целых 3 размера: 42, 44, 46, 48, 50, 52. Я составила описание 42, 44 размер, но по аналогии вы без всяких проблем сможете сделать описание для своего размера, потому что, значит, в конце нашего мастер-класса, когда мы уже свяжем образец с вами, я подробнейшим образом рассказываю, как сделать индивидуальное описание, как сделать эти простейшие расчеты. То есть все вот эти азы, которые вам понадобятся для того, чтобы связать вообще любой, собственно, джемпер, все я это говорю, надеюсь, доступным, понятным языком. Вот, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь моими рекомендациями, и я уверена, вы без проблем свяжете любой потом джемпер. Это очень все простая наука, девочки, очень простая. Не пугайтесь. Я так же, как и вы, начинала когда-то с нуля, да, сама осваивала все эти науку. Тогда еще в советские времена как бы были там крестьянка, помню, работница, журналы, да. И, конечно, никаких вот этих заграничных журналов у нас не было, особенно там вот эти сейчас очень популярные немецкие журналы, да. Вот, и, в общем-то, своим умом, собственно, доходила в большинстве случаев. Вот. А у вас сейчас такая огромнейшая возможность научиться вязать с использованием
вот этого сайта YouTube, столько видео мастер-классов, такое море информации. Вяжи не хочу. Это сейчас прям, ну, такое благословенное время для вязальщиц наступило. И мне кажется, что каждая женщина должна уметь вязать поголовно. Ну, хотя, конечно, сейчас для того, чтобы хорошо профессионально вязать, нужно много свободного времени, а его как раз и не хватает в современном мире. Так, ну хорошо, мои хорошие, не буду больше говорить о грустном. Давайте начнем с вами. Я вам покажу выкройку, схему, все поподробнее посмотрим. Схема нашего узора выглядит вот таким образом. Обратите внимание, здесь раппорт указан на 14 петлях. Здесь слева имеется вот эта лицевая петля. Я не понимаю, зачем она нужна, поскольку на самом деле у нас будет использоваться один раппорт всего, и значит, по переду, и по спинке, и по рукавам, да, то есть один раппорт, и он 13 петель составляет. Высоту этот, значит, раппорт составляет 12 рядов. Очень простые здесь условные обозначения, очень простой ажур используем, вяжется очень легко. Поэтому здесь заострять внимание могу только на условных обозначениях. Вот такая подкова. Это у нас накид. Это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это 2 вместе лицевой с наклоном вправо значок. Обозначает вот такая вертикальная линия. Это лицевая петля. Все. Изнаночные ряды у нас вяжутся изнаночными петлями. Да? И все, накиды вяжутся тоже изнаночными, в изнаночных. Собственно, видите, наипростейший узор. Что касается выкройки, девочки, посмотрите, вот такая у нас выкройка. Так, умещается ли она у нас целиком? Ну, в общем, если я ее сейчас поменьше сделаю, вот и будем вот так рассказывать, да? Это, как вы поняли, описание из журнала иностранного. И, в общем, форма у нас, видите, такая трапеция, как небольшое. Идет у нас сужение. Снизу вверх мы вяжем. И, в общем, джемперочек вот такой. Рукавчик у нас без заката. Обычный прямой рукавчик. В общем, спущенный рукавчик, но за счет того, что здесь вот такая вот трапеция используется, да, идет сужение, в общем-то, смотрится довольно интересно моделька. Все очень просто вяжется. В конце видео рассказываю подробнейшим образом, как имею вот такую выкройку, как легко составить на любой размер описание, используя плотность вязания, девочки. Как определить плотность? Все в конце видео рассказываю, но прям наилегчайшим, простейшим языком. Поэтому без труда вы все составите. Я сделала описание для 42-44 размера, то есть на первые вот эти цифры. Тут, видите, 3 цифры идут: 12, 13, 14. Да, и везде вот так 3. Первый размер 42-44, второй размер 46-48, третий размер 50-52. Поэтому руководствуйтесь данной выкройкой, конечно, имея в виду, что рост у нас у всех разный, да, как бы. Это тоже надо учитывать. То есть длину все-таки, наверное, под себя подкорректируйте, девочки, по выкройке. Здесь, как видите, 65 рекомендуемая длина, 65 сантиметров. Видите, удлиненный он немножечко такой. Так, теперь про описание, мои хорошие. Назвала стильный удлиненный джемпер из нежной альпаки. Да? Размер составляю я описание только для одного размера. По аналогии вы составите на любой размер описание. Вообще очень легко делается расчет. Смотрите в конце видео. Значит, про пряжу я вам уже все говорила. Расход, я думаю, будет 400-500 грамм. Вот такой большой разброс сделаю. Ну, потому что я же не вязала этот джемпер, как сами вы понимаете, да? Круговые спицы мы используем 3,5 для горловины. И вообще основной
вязка у нас идет на спицах номер 5. Плотность мы определяем в конце видео. Смотрите внимательно, как это сделать. Описание вязания, девочки. Значит, набираем на спице 91 петлю, продолжаем работу, распределяя петельки вот таким образом. 1 кромочная, 38 лицевых петель. Посередине идет на 13 петлях ажурный узор. Далее симметрично 38 петель и опять 1 кромочная. Для формирования скоса, как вы видели, у нас идет убавление, да, равномерное. Необходимо делать симметричные и равномерные убавления с двух сторон, справа и слева. Я делаю в конце видео расчет, вот этот вот 13-14 рядов у нас, через каждые 13-14 рядов убавка по 1 петле. Всего нам требуется будет убавить по 9 петель справа и слева. Далее, через 63 сантиметра от начала вязания мы закрываем для горловины средние 26 петель. И далее через ряд еще по 5 петель справа и слева. Итого у нас горловина составляет 36 петель, мои хорошие. На высоте 65 сантиметров, то есть это общая высота идет от низа, да, от начала нашего вязания, мы закрываем оставшиеся петли. У нас на плечо приходится по 18 петель. Все по выкройке рассчитано. Так, это мы с вами охарактеризовали спинку. Перед. Значит, также вяжется, как спинка. Тоже идет ажурный узор у нас посередине. Вот, все то же самое, единственное, только горловина у нас более глубокая, да, и вот уже через 59 сантиметров от начала вязания мы закрываем в начале средние 20 петель, затем в каждом втором ряду мы закрываем первый раз 4 петли, по 4 петли справа-слева, да, затем по 2 петли и еще раз по 2 петли. Справа-слева. Итого также 36 петель у нас на горловину приходится, и оставшиеся по 18 петель приходится на плечи. Вот. То есть они у нас вяжутся одинаково, что спинка, что перед, и различие только в горловине. На рукава. Для рукавчиков рекомендую набрать 29 петель и далее вязать сразу же ажурным узором. Да? То есть там лицевая гладь у нас присутствует, ажурный узор. Так же, как на спинке и перед, да, то есть распределяем петли следующим образом. 1 кромочная, 7 лицевых петель, по центру 13 петель ажурным узором, далее идут 7 лицевых петель и 1 кромочная петля. Для формирования скоса рукава необходимо делать равномерно прибавление и симметрично. Интервал у нас прибавок в каждом 5-м ряду получается, или через 5 рядов, вот так вот. То есть там, смотрите, сами, как вам удобнее будет сделать. Всего у нас должно прибавиться по 17 петель справа и слева. И через 44 сантиметра от начала вязания мы закрываем все 63 петли. Далее сборку осуществляем, как обычно, делаем плечевые швы. Затем нам необходимо поднять по краю горловины спицами номер 3,5, круговые спицы используем уже, около 80 петель и высоту связать 5 сантиметров резиночкой 1 на 1. Затем закрываем все петли эластичным способом. Каким образом это сделать? У меня есть видео на моем канале, и я ссылочку оставлю, значит, под видео, как это делаю я. А вы, конечно, можете закрывать удобным для вас способом. Ну и, конечно же, далее мы делаем боковые швы, швы рукавов и втачиваем наш рукавчик. Вот и все, мои хорошие. Все очень просто я вам рассказала. Все рассказала, и все вы сами увидели, в принципе. Можете даже сделать скрин. Так, мои хорошие, что еще я хотела подчеркнуть в нашей модельке? Вот она у нас идет
значит, с видом рукава, видите, один раппорт у нас идет по центру, по рукавчику. Я хочу подчеркнуть, что эта модель будет вязаться очень быстро и легко. Вы видите, спицы используются довольно толстые, пряжа тоже не тонкая, пушистая, вяжется очень быстро, девочки. И еще, вот что интересно, обратите внимание, вот тут вот по горловине, да, видно, что закрывается горловиночка. Здесь, по-моему, здесь идет изнаночный ряд какой-то, да, то есть резинка, а потом еще что-то там такое изнаночными двумя, что ли, рядами, да, сложно сказать. Дело в том, что у меня есть описание на немецком, а может быть это английский язык, сейчас я даже не обратила внимания, пули, мид, не знаю, по-моему, это английский язык, не немецкий, потому что я немецкий изучала в школе. Вот такое вот было дано нам, значит, описание в журнале, да, я им не воспользовалась, потому что у меня другая плотность, не совпала плотность, поэтому все эти наборы петель мне были неинтересны. Но вот здесь про горловину, кто понимает, вот здесь вот это все есть. Поэтому вот это описание я расположу в своих одноклассниках в профиле, да, и ссылочку тоже оставлю под видео. Может быть, кто-то сможет сделать перевод и воспользоваться оригинальным описанием, не моим, да, как бы. Но все равно мое описание с выбором пряжи, по-моему, это очень хороший вариант связать этот джемпер. Итак, мои хорошие, давайте сейчас будем с вами вязать этот джемпер красивый. Мы будем вначале вязать узор, а затем все необходимое вам для того, чтобы самостоятельно связать. То есть все теоретические выкладки, все расчеты я буду озвучивать и показывать, как я это делаю. Вязать мы будем с вами вот по такой схеме. Раппорт здесь я пишу, мы будем с вами сейчас вязать 13 петель. То есть вот без этой вот лицевой с левой стороны. Поэтому, значит, и поскольку у нас этот ажурный узор окружен со всех сторон лицевой гладью, да, то есть он вяжется на фоне лицевой глади, я для понятливости и для того, чтобы нам правильно посчитать плотность, значит, смотрите, добавляю лицевые петельки справа и слева, по 4 лицевой справа, по 4 слева и 2 кромочные. Итого 23 петли получается. И я уже, значит, набрала все это дело, связала один раппорт, попробовала узорчик. Просто элементарнейший узорчик. И девочки, которые как бы не имеют большого опыта в вязании, могут себе связать, позволить такой узор без всяких проблем. И показываю вам первый ряд, девочки. Смотрите, значит, смотрите, первая кромочная, если это у вас, вы только набрали петельки, провяжите ее лицевой. Все в следующих рядах лицевая, вот эта первая, она у нас просто снимается. Сняли, да? И вяжем с вами 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Это лицевая гладь. И вот сейчас начинается наш раппорт узора. Вяжем с вами накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Просто 2 вместе лицевой. И дальше вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, и дальше у нас идут 2 вместе лицевой с наклоном вправо. С наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками, поэтому я поменяла местами первую и вторую. Если вы вяжете классическим способом, то вам просто 2 вместе вправо, да? Накид. Все. И раппорт заканчивается первого ряда. И у нас 4 с вами идут лицевые. Помните, я говорила, вот они у нас на схеме. И мы делаем изнаночную кромочную. Все четные ряды у нас вяжутся
изнаночными. И накиды в том числе. Все четные вяжутся изнаночными. Вяжем с вами, девочки, третий ряд. Значит, начинаем с кромочной. 4 лицевые у нас идут. 4 лицевые. И начинается, собственно, раппорт. Вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять у нас вяжется 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Раппорт провязали. И оставшиеся 4 петли лицевой вяжем. И кромочная, изнаночная. 4-й ряд, все изнаночные петли. 5-й ряд. Вяжем с вами первые 4 лицевые. Лицевая наша гладь, да? И дальше начинается раппорт. Вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 4 лицевые петли за раппортом. Кромочная вяжем изнаночной. Так, связали. 6-й ряд вяжем все изнаночные. У нас с вами, девочки, 7-й ряд. Вяжем следующим образом. Кромочная, 4 лицевые. И сейчас у нас с вами идет, значит, 7-й ряд, раппорт начинается. Вяжем 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт провязали, за раппортом вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. 8-й ряд вяжем изнаночными петлями. 9-й ряд. 9-й ряд. Первые у нас с вами идут кромочные, 4 лицевые. И далее идет раппорт. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая по центру и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Раппорт провязали, за раппортом 4 лицевые и кромочная, изнаночная. Так, девочки, вот так у нас уже с вами красиво все получается вязание. 10-й ряд вяжем, как смотрят петли. Итак, у нас с вами 11-й ряд. Вяжем следующим образом. Кромочная, 4 лицевые. Начинаем раппорт. Так, у нас с вами начинаем раппорт, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Теперь 3 петли провязываем 1 петлей. Для этого выделяем центральную петлю, она у нас 2. Я меняю местами 1-ю, 2-ю.
Набрасываю вторую на первую, провязываем все вместе, все 3 одной петлей лицевой. Делаем накид. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И у нас с вами идет просто лицевая петля. Раппорт провязали 11 ряд. И дальше у нас идут 4 лицевые за раппортом, кромочная, изнаночная. И мы вяжем с вами 12 ряд, все изнаночные петельки. Собственно, на этом наш раппорт заканчивается, и он будет у нас повторяться уже с первого ряда. Вот. И сейчас наша задача сделать так, чтобы образец у нас выровнялся. Для этого мы сделаем влажную тепловую обработку и измеряем плотность. Сделаем небольшой расчет. Горячий пар у нас. Полотно становится влажным и мягким. И мы его вот так распределяем, растягиваем в разные стороны. Так, все. Оставляем его в таком расправленном состоянии сохнуть. И дальше будем уже с ним работать. Так, определяем с вами ширину нашего образца. У нас 15 сантиметров образец получился на спицах номер 5. И сейчас, смотрите, я беру, значит, нашу машинку и считаю. Мы делали набор 23 петли, у нас образец. И мы делим на 15 сантиметров. У меня получается плотность 1,5. Я записываю, что у нас в 1 сантиметре получилось 1,5 петель. Так, и далее, что я делаю? Я меряю теперь образец у нас вот так высоту. Я последний ряд не вязала, да, то есть это было 11 связала, 12 не вязала. Девочки, я померю как спицы, вот видите. Спицу учитываем. Так, у меня получается 12,5 сантиметров. И 12,5 сантиметров, а участвовала здесь 2 раппорта. 2 раппорта. Это получается 24 ряда. То есть 24 поделить на 12,5 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 1,9. Я записываю. В 1 сантиметре по вертикали 1,9 рядов. То есть ряда. Так. Вот такая у нас с вами получилась небольшой такой расчет, который нам сейчас понадобится при составлении описания. Теперь нам нужна выкройка. И теперь я хочу рассказать вам, девочки, как, зная плотность, сделать индивидуальный расчет. Вот у нас выкройка, да? Смотрите, поскольку данный джемпер больше стоит называть удлиненный джемпер, да, туника, иными словами его называют. Поэтому вот смотрите, он у нас имеет такую небольшую форму трапеции, да, то есть он у нас идет с расширением к низу, да. Вязание мы начинаем снизу вверх, поэтому вот у нас 30 сантиметров полуобхват получается бедер, то есть это получается 60 сантиметров. 60 сантиметров спинка. И мы должны с вами понять, сколько петель нам делать изначально, первоначальный набор. И это делать следующим образом. Вот у нас с вами 60 сантиметров спинка. Мы умножаем на нашу полученную плотность 1,5.
И получаем 90 петель. Нам нужно с вами, девочки, набрать. Я пишу 90 петель. Вот. И дальше, значит, на протяжении всей высоты нашей у нас идет с вами, видите, убавление петелек. Надо их убавить равномерно, да? Как это сделать, опять-таки? Смотрите, значит, считаем с вами общую высоту. Вот она показана, 65 сантиметров, да? 65 сантиметров. 65 сантиметров. И нам нужно умножить это на нашу плотность по вертикали 1,9. Получаем 123 ряда. То есть 65 сантиметров это 123 ряда. Да, девочки, понимаете, о чем я говорю? Равны. Теперь, далее, мы должны с вами понять, по выкройке нам сказано, что у нас идут прибавки, то есть 6 сантиметров у нас убавки, то есть на 6 сантиметров мы убавляем. Что значит 6 сантиметров по нашей плотности? 6 сантиметров по нашей плотности, 6 умножить на 1,5, это плотность, это будет 9 петель. То есть я пишу 6 сантиметров, это 9 петель, девочки, 9 петель. Вот мы с вами на высоте 123 ряда должны убавить 9 петель справа и 9 петель слева. Как это сделать? Как сделать расчет? Через сколько рядов нам понадобится делать эти убавки? Я объясняю. Смотрите, 123 ряда я делю на наши 9 петель. 123 поделить на 9. Получается через 13,5. Ну, в общем, грубо говоря, если округлять, то через 14 рядов. Да? Через 13-14 рядов у нас должна быть одна убавка справа и одна убавка слева. То есть у нас в зеркальном отображении симметрично и равномерно. Вот я так и запишу, да, убавки через 13-14 рядов по одной петле справа и слева. Вот так, да. Также, девочки, вы посчитаете скос. Здесь наоборот прибавки идут, рукава, да. Вот у вас тоже идет 44 сантиметра длина рукавчика, да. 44 сантиметра мы с вами умножаем на нашу плотность по высоте 1,9. Это будет 83, ну давайте напишем 84 ряда, да. Вот у нас, пожалуйста, 84 ряда. У нас опять с вами, здесь на выкройке очень хорошо показано 11 сантиметров. У нас идут с вами вот эти вот прибавки. Что значит 11 сантиметров? Это значит, что 11 умножить на нашу плотность 1,5, это будет 16,5 петель мы должны прибавить. Ну, будем, грубо говоря, 17 петель, да? То есть я вот здесь пишу, это 17 петель. Нам надо с вами на 84 рядах прибавить 17 петель с равным интервалом. Что мы с вами должны сделать? Мы должны с вами 84 поделить на 17. И мы получим, что вот видите, здесь вот явно через 5 рядов, да, округляем. Через 5 рядов у нас с вами следуют прибавки равномерные также справа и слева по рукаву. Я пишу через 5 рядов прибавить по одной петле симметрично. И это все будет в описании, да? То есть я вам, девочки, рассказываю о том, как самой, имея выкройку и плотность, самостоятельно сделать расчет, составить свое собственное описание. Теперь, что касается плеча, горловины, здесь то же самое, мои хорошие. Очень все просто. Смотрите, плечо 12 сантиметров, да? Также вы берете плечо 12 сантиметров, умножаете на нашу плотность. По горизонтали 1,5 получаем 18 петель. То есть я пишу 12
сантиметров, это есть 18 петель. Да, на плечо должно прийтись. Что такое горловина? Горловина тоже 12 умноженное на 2, то есть это же у нас половинка только здесь. То есть 24 сантиметра умножить на нашу плотность 1,5, получаем 24 сантиметра на 1,5, получаем 36 петель. Вот здесь я пишу 24 сантиметра. Это 36 петель наша горловина, да? То есть получаем 36 петель и по 18 петель у нас с вами плечо. Правое и левое. И поэтому здесь очень легко посчитать, сколько же у нас будет в самом конце петелечек, когда мы уже с вами сделаем убавочки. То есть смотрите, какой расклад получается. Если мы с вами, значит, прибавляем, если у нас в начале идет 90, да, петель, то есть вот здесь обязательно сверочки нам нужно делать. Вот мы с вами 90 петель, да, из 90 петель мы должны отнять с вами 36 горловина, да, и отнять 18 плюс 18. То есть отнять раз 18, отнять 2 18. Вот смотрите, у нас осталось 18 петель. Это именно те 18 петель, если мы их поделим на 2. Вот эти 9 петель, которые мы с вами убавляли. Видите, у нас с вами все идеальненько сошлось по петелькам. Я надеюсь, мое объяснение понятно. Вот. Будет описание, конечно. Я описание, девочки, составлю для первого размера. Да, а вы по аналогии свои размерчики вот здесь вот сейчас все посчитайте, как я вам рассказывала, да. То же самое, сколько набрать на рукавчик петелек, легко посчитать. Вот здесь видите 10. Вы 10 умножаете на 1,5, то есть у вас там не 10, конечно, получается, это же половинный размер. 20 умножаете на 1,5, то есть изначально вам нужно будет набрать, то есть я пишу 20 сантиметров, это 30 петель, да, рукав. Видите, как все легко и просто с использованием плотности посчитать и связать. Я желаю вам удачи, мои хорошие. Надеюсь, мои объяснения были доступным языком рассказаны, и вы все поняли, и у вас все должно получиться.